Дело в том, что... Я не знаю. Я считаю, что это была жесть. Просто, мне кажется, это провал. Друзья, приветствую! Сегодня я хочу представить вам совершенно новый формат. Как и что здесь устроено, вы узнаете прямо по ходу проекта. А результатом стал день полный мистических откровений и мое участие в стендап-шоу. Началось же все с того, что мы с Максом сели и поехали. И главное, все, что здесь произойдет, не слишком серьезно. Дела отлично. Я чувствую воодушевление и вдохновение, потому что сегодня мы отправились снимать первую серию моего в будущем культового блога. Спасибо тебе, Макс, огромное за то, что согласился помочь. Это очень круто и очень ценно для меня. Спасибо. Это когда будешь Оскар получать? Тогда... Да. Вот в этом доме, кстати, жил Киркоров. Это не войдет в монтаж, конечно же. А вот едет мужчина, похожий на Григория Лепса. Супер, это наверняка он и есть. Это же Москва. Ну и вот, собственно. Да, кстати, офигеть, вообще очень похож. Прям очень похож. Да. Понятно, что он на такой машине бы не ездил, но мужик супер похож на Лепса. Куда мы едем? Мы едем в гости к одной замечательной девушке. Зовут ее Зифа Елчегулова. Она актриса и стендапер. Я Зифа. Я прилетела на эту планету, чтобы играть. Специально для вас на этой сцене прекрасная Зифа! Простите. Просто так объявила. Мне захотелось раздеться. Всем привет! Я играю со своей внешностью такие интересные роли, как проститутку, стриптизершу, эскортницу и инопланетянку. Ну чё, как Карима? Ой, Карима прекрасно. Вот работа там говно. Решил вернуться. Угу, как видишь. Мне кажется, что она замечательный открытый человек. Вот. И очень хочется... Сейчас вырубилась одна камера, ну ничего страшного. Да, вторая пишет. Батарейка села просто. Вот смотрите, еще одна пишет в любом случае. Она же не вырубилась? Согласен. Нет, она пишет, да. Это будет формат интервью или это будет... как ты будешь проводить этот день с ней? Ты знаешь, это будет формат интервью, но мне очень хотелось сделать интервью нестандартное. То есть уйти от шаблонов и сделать все максимально в жанре и в духе реалити, скажем так, чтобы мы просто ходили, просто сидели, просто болтали, и это не было историей, где два человека сидят и напряженно ждут друг от друга какого-то подвоха. А чем это реалити будет отличаться от других реалити? Ну, оно будет отличаться практически всем. Мысль была такова, чтобы люди посмеялись. Мы помимо жанра интервью здесь будем исследовать различные модные, либо не очень современные, скажем так, явления в медиабизнесе. Да? Например, раньше было очень много концертов в клубах музыкантов, да, начинающие музыканты были и так далее. Сейчас это все это замещено и вытеснено почему-то стендапом. Мне это, честно, непонятно. Я стендап не особо понимаю, и, честно говоря, на некоторых выступлениях, на которых мне приходилось быть, но, блин, не смешно. Ну, просто не смешно. Я не понимаю, откуда такая популярность этого явления и почему это сейчас в таком количестве есть. То есть, если это есть, если это до сих пор не сдулось, а есть это уже, наверное, года два как минимум, такая бешеная популярность стендапа,
почему люди продолжают это поддерживать своим интересом, и что в этом такого? И помимо прекрасной Зифы, с которой мы сегодня встретимся, вот, собственно, я хотел еще исследовать феномен стендапа. Такое вот творчество, которое позволяет, доступно каждому. Ты можешь утром и вечером работать на заводе, при этом свободное от своих смен время работать в стендапе. Ну, не работать в стендапе, а выступать со стендапом, там, делать подкасты и так далее. Согласись, там, в контексте создания видео, в контексте каких-то более сложных жанров, там, типа, опять же, фотографии, например, да, или там музыкальной какой-то истории, там, не рэп, там, гитара, барабаны и так далее, ты затыкаешься в ту историю, что тебе нужно куча техники, куча скиллов, куча денег, ну, хорошо, денег не куча, ну, короче, какая-то история, тебе нужно стендап, текст, подкастинг, тебе почти ничего не надо, ну, там, хорошо, ладно, подкастинг отсюда я выкидываю, это просто уже, тут тоже все равно что-то да надо. Ну, это просто твое личное, родное, близко тебе, поэтому ты так везде. Из того, что я пытаюсь исследовать, да, сейчас, поэтому такая история. Вот, но в стендапе-то по факту, вот ты взял микрофон, вот, и все, и выступаешь. Ну, написал крутой текст, как ты думаешь, что крутой текст? Проверил, не крутой. Тут, знаешь, еще такая штука, как ты побеждаешь в себе боязнь сцены. Да, что бояться сцены? Это выйти не так, ну, это, не знаю, это тебе, человеку из медиабизнеса, легко выйти и начать говорить с людьми. А обычный человек очень стесняется и боится этого. Это не так просто. Хорошо, а девушка, к которой мы едем, она чем занимается помимо стендапа? Она актриса. Вообще она профессиональная актриса. Ну, то есть для нее тоже, вот, видишь, опять же, актриса, которой не страшно еще параллельно заниматься стендапом, потому что у нее есть на это время. Ты сам стал выступать? На стендапе нет. Почему? Мне нечего сказать людям. Ну, то есть я... Тебе не о чем пошутить с ними? Да, мне не о чем пошутить, и мне нечего рассказывать людям. Я так, видимо, жадный. Они очень часто какие-то болевые свои темы раскрывают. Вот, а мне вот нечего рассказывать. Я, короче... Ты не хочешь делиться? Да. Слушай, ну, девчонки всегда опаздывают, поэтому это нормально, наверное, подождем, не знаю, час, другой. Ну, где-то так. Мне кажется, что в среднем опоздание. Ей же надо одеться, потом переодеться, понятное дело, потому что ей не понравится то, что она оделась первый раз. Похоже, она бежит. Точно, это она. Вот она. Все, работаем. Работаем, ребята. Приветик. Привет, дорогая. Отлично выглядишь. Офигенный лук просто. Класс, супер. Ты на спорт? Да, вот Ты видишь. на спорт, ага. Сиськи, все готово. Сиськи готовы. Сиськи так, готовы. за волосами не видно сиськи. Сумка Посмотрим сиськи. В принципе, Подожди, немножко другой формат, нет? Согласен, да. У нас формат серьезного интервью, аналитического. Давай, лабораторного метода. Да, сколько мы с тобой не виделись, скажи? Офигеть, это было давно, это было, не знаю, это же годы прошли. Ну, вообще-то мы вчера с ним виделись и эту съемку обсуждали. Мы с тобой позанимаемся, сейчас пойдем туда, внутрь, ты покажешь свои любимые упражнения. Ты думаешь? Ну ладно, хорошо, давай, пошли. Пойдем, я тебе покажу свой скромный, маленький домашний зал. Ну, подожди, это твой зал, отлично. Вот ты спалилась. Это весь мой район, я его держу, как в 90-х, знаешь? Да, знаю, я-то знаю. Девушка, а можно познакомиться? А давайте. Сейчас это кардио. Это кардио. Кардио. Оно должно, но оно прям в начале, совсем чуть-чуть, минут 10. Подкатывают ли к тебе в зале парни? Парни? Да. Да. Ко мне не совсем мужчины пристают, со мной общаются тренера. С ними и их я внимательна. Скажи, тебя кто-нибудь склеивал в спортивном зале когда-нибудь? Они что, скотч? Я понял. Мы на велосипеде покатались? Да, Или еще надо? это разминка. Окей. Все, пойдем дальше. Вот такая, друзья, история происходит у нас здесь и сейчас. И не знаю, пока, мне кажется, не очень все это весело, достаточно все это выглядит грустно. Вот Зифа с кем-то общается уже, пойдем посмотрим с кем. С
Здравствуйте. Вы подруги, да? Подруги, профессионалы. Это тренер. Да, это моя подопечная. О, слушай, Наташа прям такая, в теме такая. Это мой тренер, я тренер, это моя подопечная, все. Вот, и мы обсуждаем, что мы обсуждаем? Попу, да, Лиз? Да. Иногда мы попу обсуждаем. Лиза качает попу, кстати. Это, кстати, видно невооруженным глазом. А Лиза у нас администратор, который позволил мне сейчас потрогать ее красивую попу. Наташа тоже позволяет трогать свою попу. В общем, этот тренер безумно красивый. Я считаю, что она вкусная. Да, вкусная девочка. Да, вот сейчас... Как тебе контент красивый? Да, дорогие друзья, уважаемые телезрители, сейчас начинает получаться. Ты посмотри, у тебя Виагра в кадре. Чего начинает получаться, ты охренел? Одна река была, как белый день, другая черная, как ночь, другая рыжая, не знаю текст. Та-ра-та-та-та-та-та. Что это за БДСМ-наборчик? Да, это мой любимый. А, вот так делается, да? Ты молодец, я об этом не думала, что это БДСМ-наборчик. Какие у вас отношения с Сариком в целом, да? Что ты можешь сказать о нем как о человеке? У меня отношения с Сариком, серьезно, у меня нет отношений с Сариком. Не дай бог это услышит Лиза, она меня... Нет, я сугубо кажется, профессионально она имею в виду. ведьму сожжет просто. Сугубо профессионально. Профессионально Да. можно, смотри. Так, ты хочешь, чтобы у меня нога отвалилась, да? Это твоя задача. Можно Да. у меня хотя бы ноги? Давай вопрос другой будет, и сейчас про Так, Сарика. ладно. Мгм. Сарик, ну давай поменьше хотя бы возьму. Каких отношений? Отношения у меня с ним такие. Рабочие, профессиональные. Я снималась у него прекрасный проект «Жизнь Павла и Зои». Я считаю, что это лучший проект. Лучший, запомни. С элементами красоты. Слово красоты как ключевое. Женского прекрасного тела. Он хоть симпатичней? На любителя. Та самая сцена, да? Скажи, сколько членов съемочной группы присутствовало на площадке? Кстати, я оказала, подожди, представляешь? Вот сейчас я защищу свою честь. Дело в том, что я попросила выйти всех. Да ты что? Да, остался один осветитель. Счастливчик. Да. Так. Оператор. Так. Девочка-костюмер, которая держала мои трусики в кулачке. На всякий случай, не знаю зачем. Почему в кулачке? Поддерживала меня. Ну, в смысле, если Ты вдруг попросила, в любой момент... подержи мои трусики в кулачке, пока я буду. Нет, это она сама придумала, ну, чтобы мне было как-то комфортнее, что трусы рядом. Почему в итоге банан? Ну, то есть, почему именно из всех Потому что овощей? я знаю фантазию прекрасного сценариста. Ну, я не знаю, почему такая фантазия. Подожди, но там сцена, если ты помнишь, а ты ни хрена не помнишь, Я довольно детально помню, я кстати. спасала... Ты спасала мальчика. Я спасала мальчика. Который не хотел изменять своей девушке. Ты представляешь, Мальчика-девственника. А там авторитарный, жесткий отец. Оправдаем, да, мою сцену? И мне хотелось спасти. Это доброе дело, если что-то. Это, безусловно, у тебя вообще абсолютно Доброе положительный дело. персонаж. Положительный Да. персонаж, который спасает. Понимаешь? Который, да, может положить. В комнате, в которой мы снимали, никого не было. Но я чувствую, что у плейбека сидят абсолютно все. Ну, то есть это у тебя вообще был первый опыт такой откровенной сцены, да? Да, первый. И даже трусики сняли, понимаешь? Даже трусики сняли. Изверги. Молодцы. Но я, честно, я пыталась их оставить на себе, но вот поэтому костюмер была рядом и держала в кулачке. Если бы я знала, что это привлечет вот в своем раннем детстве и юности, ладно, подожди, не детстве, а в ранней юности привлечет таких прекрасных мужчин, как хоккеистов и футболистов, мне начали писать в соцсетях. Написывают, Написывают, да. Что пишут? Как я прекрасно и талантливо сыграла. Хочешь, я подержу? фоне, да? Или не надо? Но слова разборчивы. Слова разборчивы, конечно, я же в рот ей направляю.
Я первая переживала за родственников, которые воспримут это, потому что, ты волнуешься, как они воспримут, они же тебе близкие, родные, как они примут ту ситуацию, когда они тебя увидели не только в детстве нагишом, но и уже во взрослом состоянии. Вот. Пожалуй, наверное, и здесь же как раз воспитание все равно есть на эту почву. Опять же, это мнение к родственникам, да? А все остальное нет. Я подумала, что у меня очень красивая грудь. Очень. Да. И я подумала, что когда ее снимать, как не сейчас, когда мне предложили. Тем более, если есть возможность сделать это художественно, красиво, со светом, с камерой, да, и с классным режиссером. С классным режиссером, шикарным, кстати, режиссером. Я считаю, что Сарик очень продуктивный режиссер. И ему все, завидуют. Он реально очень крутой в этом плане. Мне кажется, это один в России режиссер. Как мы с тобой обсуждали? Маг, да? Магический режиссер. Человек, которого окружает магия вокруг. Магия Сарика. Магия. Как можно довериться было человеку вообще? Я подумала, что я честно, я искренне думаю, что ты нормальный, адекватный режиссер. И снимешь нормальное кино. И я тебе очень сильно доверилась. А ты, лузер, Гриш, честное слово. Ты знаешь что? Ты завидуешь, между прочим, Сарику Андреасяну. Ты не снял сам ни одного художественного проекта. И, между прочим, там на площадке, я хотя бы знала, где мои личные вещи находятся. Я здесь телефон свой найти не могу на этой площадке. Площадка, там я хотя бы знала, где трусы мои находятся. Они у костюмера были в кулачке, если что. И там вообще камера была большая. Это что за хуйня, у тебя? Принес, Sony? Что это? У меня такие, камеры, WhatsApp были. На съемках время бежит совсем иначе. Чтобы выступить на стендапе, мне нужно было подготовиться. И на это тоже необходимо время. У тебя обманчивое время? Да. Часы вперед, чтобы никогда не опаздывать. Такая же фигня, кстати. Что с личной жизнью у тебя? Как ты вообще... А личная жизнь – это тайна. Личная жизнь – это тайна. Отлично. Давай приоткроем эту завесу. Ты думаешь, раз ты меня знаешь, и ты мой друг, коллега, давние знакомые, старые. Ты думаешь, я тебе все расскажу, так и выложила, да? Да, думаю, так и будет. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. А зачем тебе личная жизнь? Ладно, давай по-другому зайдем. Мне кажется, как неинтересно. Я свободная девушка. Так, подожди, ты говорила, что я свободная актриса. Свободная, совершенно свободная, творческая. Записывайтесь, дата свободная. Да, дата свободная. Записывайтесь, приглашайте в кино на съемки. Я свободна. Зовите на стендап, я украшу любой вечер. Ты говорила, что ты с кем-то живешь? Ты не говорила, я ни с кем, с котом, с чихуахуа. Мы это мои субличности внутри меня проживающие. Там немножко шизофрения. Мы все вместе собрались. Моим единым мозгом мы купили квартиру. Как зовут твоего единого мозга? Единым мозгом. Там есть Мария Степановна, которая приходит и моет посуду. Там есть кокетка, которая со всеми флиртует. Там есть страсть, в общем, которая не просто флиртует, а прям такая жесткая. Потом там живет защитник. Но имя у него, к сожалению, нету. Ибрагим. Ибрагим. И теперь вы везете меня в психиатрическую больницу. То есть ты сейчас свободна и не в отношениях? Я свободная актриса. Да, там еще проживает актриса, стендап-комик, но почти это единая женщина. Человек, который попадает в женские руки, в
мои женские руки, он страдает. Все, вот отношения. Он не видит ты его хозяюшку. высасываешь Он не видит, эмоционально. он не видит хозяюшку, он не видит нежную, ждущую кошечку. Он видит стерву, которая эгоистично бежит удовлетворять свои потребности в кино, в стендапе. Нифига не готовит. Я не готовлю вообще. Это знаешь, как называется? Самореализация. Чем ты занимаешься? Я самореализовываюсь. Я самореализовываюсь, да, сила. Вот я нашла в этом силу. Как вообще люди реагируют на твое такое необычное имя Зифа? Мальчики считывают меня как русскую девушку. Когда на я им самом говорю, деле ты кто? А я татарка с башкиркой. Башкиров больше во мне всегда почему-то. Вот, кстати, мне вот это не нравится. Мне не нравится, что почему-то мой мозг начинает скрывать, что я башкирка. А надо бы сказать, что я башкирка 75% и всего лишь 25% татарка. Да, То есть ты азиаточка? Азиатка? Ну, знаешь. Для меня это корейские какие-то азиаты. Нет, я не азиатка. Я монгол тоже азиат, да? Нет, я тюркских национальностей с персидским именем. Имя мое происхождение, да. Это персидское. Персы, кстати, они живы вообще? Они есть на этой Мне земле? кажется, это Иран нынешний. Иран. Да, ну вот. Имя оттуда. Есть вот греческое, Гришина, наверное, греческое, да, Григорий? Мне кажется, да, что-то Вот, такое. а у меня вот персидское. А Максим это? Греческая. Вот, греческое. А у меня персидское. Видите, ни одного русского. Я русский В салоне. В салоне, да, ни одного русского. Передавайте за проезд. Меня коробит, что Земфира, как певица, она тоже говорит, что она татарка. Сфига ли она татарка, если она башкирка? Да, но она стала говорить, когда стали они дружить с Ренатой Литвиновой, она стала говорить, что она татарка. Потому что Рената Литвинова наполовину тоже татарка. Так что вас, если что, монголы изнутри пожирают. Вот так вот. Ну, Игорь, не прошло даром. Да. Вот. А Зифа, сначала, кстати, я его хотела поменять. Вот сейчас серьезно. Прям реально хотела поменять имя. Мы думали даже с моим агентом Натальей Замычкиной, актерским агентом. Мы постоянно продумывали. Я всегда подбирала себе имена. Получалось только Белла, Снежана. Такие эскортные, немного эскортные варианты. Да, но потом получилась Виктория. Я подумала, что победа, наконец-то. Но не получается, не могу придать это имя. Я подумала, что оно прикольное, что... Я начала заниматься стендапом, и оно зашло. Ничего себе. Да, я подумала, что классно. Наконец-то я могу его применить и поржать над ним. Наконец-то оно в плюс сыграет, а не в минус, как обычно. Ну, например, какой-нибудь менеджер звонит со Сбербанка. Ну, например, бывает такое? Нет, не бывает. Конечно. Ну, что-то созваниваешься с Не человеком. настоящий просто, мошенник. Мошенник. Ах, я всегда разговаривала с мошенниками. Не хотел тебя А расстраивать, я-то но думаю, вообще-то да. что это... Почему у меня на счете нет денег? Вот. Подожди, почему нет денег? Ты же достаточно известная актриса. Ага. Разве... Какая известная актриса? Да, Макс не в курсе, что ли? Популярная. Известная. Макс Ты не- снималась с Прилучным, как, кстати, оно Снималась, было? да. Ой, он прекрасен. Вот он актер, который вот действительно с харизмой. Я не знаю, как это возможно. Харизма по отношению к мужику, это что значит? Самец? Самец. Он пресса говорит про него не очень хорошо, да? Я вот слышала, что пресса. Ну вот у них там что-то с его женой бывшей, кстати, не помню, как ее зовут, что-то Агата. происходили. Агата, что-то какие-то траблы у них происходили, по-моему, они развелись. Но он, как актер, вот смотрите, вот когда дубль заканчивается, ты общаешься с человеком, вот как мы сейчас с тобой, Гриш, Да. общаемся. Я вот не понимаю, где он со мной реально общается или где он в кадре. То есть он абсолютно неразделим, он настолько естественный в своем актерском вот этом обличии. Но я не знаю, как это тебе объяснить. В общем, дальше харизма, он очень сексуальный. И он очень... Он помогал. То есть он говорит, я тебе подкину текст. Он не убегал и не пил кофе за кадром, пока я пыжилась с текстом.
Вот. И у него даже, и не просто, он просто говорил, давай я тебе помогу, так, расслабься, так, все. Но хотя я была очень кайфово себя чувствовала в кадре, вообще божественно. Волшебники, у меня давно секса не было. Пожалуйста, продай меня, умоляю. Разберемся. Обожаю. Я понял уже, кто твой любимый режиссер. Ну, конечно, мне после этого очень много режиссеров позвонило и поговорили просто со мной о жизни. Но никто, сука, ничего не предложил. Ну, подожди, это же не сразу происходит. Не сразу? Режиссер должен подумать, ты позвонил и пересмотреть не предложил сцену с мне. бананом Блядь. несколько раз. Если понадобится 100 раз, 200 раз. Ага, но это что-то не... Это вообще к творчеству никак не относится. Это немножко относится... Подожди, почему не относится к творчеству? Мне кажется, сцена с бананом это тоже творчество. Нет, сцены с бананом, безусловно, художественная сцена, безусловно, с невероятной глубиной, Да? с невероятной задумкой. Выключите камеры! Банан, он один и тот же был? Как, в смысле, Ну, один и в тот же? дублях. Блин, да я подляшку банан загоняла, успокойся. С кем из своих Конечно, бывших парней ты могла бы сравнить этот банан? Вот какие у тебя вопросы. Вы знаете, я думала, что Гриша режиссер очень глубокий, как сцена с бананом. Оказался он как сцена с бананом, вот если что так. Вот, совершенно поверхностный и вот так вот надо. Такова жизнь. Банан Ну, что, глубокий, а я нет. Да, почему ты расставалась с твоими парнями? Среди них, кстати, были медийные личности разные. Почему я с ними, ну, с Сережей Ростом, все, что? Ну что? Поняла, что никаких перспектив дальше нету. То есть ты была Любовь инициатором? закончилась. А почему? Нет, всегда Расставание. мужчина. Расставание, да. Отношения с Сережей. А сколько вы встречались? А мы жили с ним 2 года. Я его называю по-своему, чтобы облегчить себе жизнь гражданским мужем. Он тоже об этом, кстати, не знает. Но мы с ним честно проживали вместе. В одном помещении, в одной локации. В одной локации? Да. Не меняли локацию? Не меняли схему света, кроватная всё локация, расставляли, да. Прекрасный, кстати, мужчина. Ну, вы расстались по обоюдному согласию, никто не имел ничего нет, против. он мне, конечно, он не посадил меня, не привязал к батареям, слава богу. Но... Я от него ушла, но он переживал, волновался. И я просто ушла, что, я не увидела каких-то классных перспектив, поняла, что, что-то, наверное, что-то все. А с кем увидела в тот момент? Через какое-то время я с Тимуром Батрудиновым встречалась, как мне казалось. Но, наверное, я с ним не встречалась. Такая шизофрения. Тимур очень... Вы знакомы? Я не помню, Батрудинов, с ним? да, знаком. Ага. Он был очень активный мужчина. В плане секса? В плане девушек. Мне кажется, что он мне изменял. Но вы жили вместе? Нет, с Тимуром Батрудиновым мы не жили. Мы просто встречались. Встречались с периодичностью. Какая была периодичность? Я в него была Раз? влюблена. Давай так. Я реально любила вот Тимура Батрудинова. И тут он, кстати, я не знаю, знает он, знает, наверное. Я ему один раз об этом сказала. И он, кстати, мне сказал, но я думаю, что он не помнит. Это было 14 февраля. Но мне кажется, он просто привязался ко мне, как к собачке. И такой говорит, собачечка моя, я тебя люблю. На 14 февраля ему показалось, что надо... Да, тяп-тяп-тяп. И ему показалось, что на 14 февраля ему надо мне признаться в любви, праздник, наверное. И вот он тогда мне произнес очень теплые слова, и после этого 14 февраля мы расстались. Все, теперь делаем вид, что мы друг друга не знаем. Я иногда прихожу на ТНТ в Comedy Club, и он делает вид, что он меня не знает. Мне чуть-чуть обидно, досадно, хрен с ним. Ладно, как говорится. Вот, ничего, нормально живу, как-то так. А он все
все ищет свою спутницу жизни. Кстати, мне в это обидно. Я когда узнала, что о нем говорят, что он человек нетрадиционной ориентации, я стала его прям, ну, по крайней мере, всем знакомым говорить, какого хрена. Он абсолютный самец, любящий прекрасный пол женщин, красивых. Вот, мне кажется, просто настолько мощное разнообразие женщин вокруг него, девушек красивых, что он не может выбрать, до сих пор определиться, не может влюбиться, отдать свое драгоценнейшее, бриллиантовое, золотое, обрамленное золотом сердце какой-нибудь богине. Мне кажется, так. И поэтому вот он, ну вот я считаю, что, хотя хрен его знает, почему бедненький, он счастлив, мне кажется, в этом плане. И вот из-за того, что он бедный не может определиться, бедный опять же, видишь, видимо, я как-то за него очень переживаю, из-за того, что он не может определиться по поводу девушки, его почему-то стали обзывать вот человеком с нетрадиционной ориентацией. На самом деле он очень даже традиционный. Да, я вот решила какие-то шутки, но сегодня, к сожалению, их не будет. Я решила какие-то шуточки про него сказать и защитить тем самым. Ну, ты как, в общем, шутками. Человек, который видел... Да. Что видел? Как это сказать? Видел воочию, прочувствовал на себе. Подтвердить, сказать, да? Почему рассталась с Батрутдиновым? Почему, да? Изменил меня. Так подожди, он же в любви признался и изменил? Или сначала признался, потом изменил? Ну тогда сначала признался, сначала признался, потом изменил. И я как-то подумала, ну что же? Изменил? Я не знаю. А вот ты знаешь, что изменил? А я его увидела в аргументах и фактах. Я шла, я спускалась в метро, и вот там были, короче, такие штуки, где продавались газетки. Такие. Большая жирная газета «Аргументы и факты», больше, чем 4×4, вот просто как плакат. Там был красивый Тимур Батрутдинов и невероятно красивая блондинка, только сзади. Так это плоты. И он ее обнимал. Блин, да это постановочная фотка была. Ты что, напряглась на это или что? Конечно, я напряглась. Одно дело, одно дело, ну, ты фантазируешь или там как-то думаешь, наверное, он изменяет или еще что-то. Ну и вообще он как бы мне не предлагал руку и сердце, мы не говорили о серьезных отношениях. И это все было как-то так. Вот. А потом я вижу и такая, ну и мое что? Как это вот? Эго сказала, ты увидела, и ты увидела доказательства. Так что все, хватит. Ты себя любишь, она сказала. Да, драматичная, конечно, история вообще-то. Можно я, простите, перебью? Мне всегда интересно, а вот девушки как переживают такие расставания? И когда вот... Каждый по-разному, конечно. Кто-то бухает. Чем отличалось расставание там с Батрутдиновым от расставания с любым другим мужчиной? Ничем, мы бухнули и разошлись. С подружками. Я думал, с ним. Нет, с подружками. Все, они меня успокоили, сказали, он козел. Вот, и все, и я успокоилась. Почему он козел, если у вас изначально не было какой-то договоренности, там, руки и сердца и всего прочего? Что козел-то? Потусили, разошлись? Ну как? В смысле, почему? Потому что я прекрасная, невероятная, это красивая. Невероятный факт, конечно. Ну, все. Но у вас же не было там какой-то... Да любой мужик, если... любой мужик козел. Конечно, который если мы расстаемся, любой мужик козел. Все, что бросается, вот все, что любой женщине бросается, это все козлы. Потом, конечно, происходит какое-то переосмысление, но все равно он остается козлом. Козлом он был, козлом он и остался. И как я могла этого козла вообще увидеть, влюбиться, заметить? И ты сейчас, получается, в творческом поиске, в поиске отношений, в поиске себя, или как это вообще можно назвать период жизни? Профессионально, вот из меня прям вот актерское мое, оно вот прям льется. И вот сейчас надо так сделать, чтобы вот лучшие из лучших режиссеров, лучшайшие, потрясающие, невероятные продюсеры заметили это невероятно красивое, во-первых, внутреннее нутро, да, актерское вот это вот. Потом они заметили вот эту невероятную красоту
И все. И снимали. И показали меня, наконец-то, хотя бы как минимум России матушки. Ты сейчас занимаешься стендапом, да, получается? Да, моя любимая деятельность. Обожаю. Боюсь, трясусь, страдаю, кайфую, играю, живу. И вообще просто стендап. Я не знала, что... Когда ты являешься автором собственного текста, когда у тебя дешевые такие же поверхностные шутки, как у тебя, Гриш, вот, насколько они могут заводить тебя же саму. Вот, рейтинговые, давай, не дешевые поверхностные, рейтинговые шутки. Да-да-да. Это так называется? Конечно. Ну, наверное, да. В общем, когда ты вот эти рейтинговые шутки говоришь со сцены и сам их написал, а еще это вдруг тебе удалось совершенно случайным, необыкновенным образом симпровизировать, потому что это не всегда удается, я туплю, я могу тупить, но делаю вид, что так надо. Вот. Очень грустно, если кто-то не смеется, очень грустно, но похуй. А расскажи про историю с блузкой, вот этой замечательной блузкой. Я посмотрел видео, и мне кажется, тем не менее, что это была заготовочка, что ты специально... Нет. Не-не-не, это тогда заготовка моего мозга. Давай так. Так. Нет, серьезно, это заготовка моего мозга. Зифа вышла на сцену супероткровенной. Я сознательно этого не сделала. Я серьезно. Я и сознательно, понимаешь, заготовка, ну вот, смотри, вот там кофта, и вот открыто. Это мое, мое восприятие себя. Что такое? Вечно представляют меня, блин. Я вечно стою, смущаюсь здесь. Я, блин, обманываю, нихуя я не смущаюсь. То есть ты просто подняла руку, поднялась, да. И вместе кофточка поднялась. И оголилась моя невероятно красивая грудь. Собственно, я хотел обсудить этот замечательный момент. Он был связан с твоим, скажем так, внутренним раскрепощением. А почему внутренним? Потому что от внешнего мы идем. Смотри, мой мозг каким-то образом... Ты про кофту все? Да. Мой мозг каким-то образом говорит: одевай кофточку. Мы же поняли, что у меня шизофрения, да? Он говорит: открывай, одевай кофточку. Я одела, пришла, выступаю, ничего не подозревая. У меня поднимается, машинально. Ты же все равно в сцене двигаешься. Ты же не можешь статично стоять. Правильно, Гриш? Ты же не стоишь на сцене статично. Да. У меня поднимается рука, оголяется сиська. Естественно, я хватаюсь за грудь, думая, что она расцвела. Я тогда еще, ты знаешь, я все-таки мой мозг защитил меня, я себя защитила, я застегнула булавку. Вот, и я подумала, все, это уж точно, наверняка никогда не расстегнется без моей помощи. В итоге кофта поднялась, оголила мою красивую грудь, и я, естественно, отвернулась машинально. Все машинально, бессознательно произошло. Натянула, и дальше текст поплыл, я все забыла. Зрители сидели, ждали, когда вторая оголится сиська. Я, естественно, ее не оголила, потому что... Не оголила, да? Конечно, нет. Обломала всех. То есть 1-0. Да, матч закончился со счетом 1-0. Да. Нет, я создала, Гриш, интригу. Люди потом просто ходили толпами. За несколько тобой. Дней, за мной. Потом ходили толпами, ждали, говорили, когда же... покажи вторую. Понятно, Что, да? тебе жалко, что ли? Только посмотреть. Что-то подобное, да. Вот, кстати, так и было. Там потом 2 поклонника осталось, и вот они пытались, я говорю: да хватит уже вам. И убежала от них. Слава Резонно. Богу. Резонно, слава богу, убежала, да. То есть ты согласен со мной, Макс, что я убежала, да? Да, абсолютно. Всем показывать. Действительно. Вот такая вот у нас сексуальная передача получается, да? Что-то у тебя... Да. Кстати, предлагали тебе деньги за секс? Так. Какой секс? Иди. Ладно, предложим. За роль предлагали. За роль предлагали? Конечно. В Да, кино. интересно. Секс-роль, Это классическая история. Ты точно продюсер? Классическая. Подождите, я не понял. Предлагали деньги за роль или секс за роль? Деньги за роль всем предлагают. Или прям реально секс за роль предлагали? Сейчас, знаешь, у меня сейчас монтаж в голове, как вы это нарезать будете. Я просто реально не представляю. Чпок. Предлагали. Объясни, пожалуйста. То есть к тебе реально приходит режиссер и говорит, типа, ты сейчас мне, грубо говоря, там,
секс, а я тебе роль, так? Не было такого. Да сейчас это никому не надо, посмотреть, одни куклы ходят по Москве. Ну, посмотрите, куклы на куклы погоняет, все актрисы потрясающе, невероятно красивые, но серьезно. Помогали ли тебе? Вот приходит там продюсер, режиссер и говорит, мы тебя возьмем в кино, но ты там со мной переспишь. Да нет. Нет, такого нет. Нет, не было. Был продюсер с «Погоды». С «Погоды»? Он делает «Погоду». Как же его звать? Такой большой, пухленький. Делает погоду. Это он делает эту погоду? Он делает. Какой хороший человек, большой. Еще не дала? Зря. Смотри, что он нам сделал. Да, я говорю, сделай солнышко, пожалуйста, 25-ю. Так солнце нужно, так тепло. Он говорит, конечно, дорогая. Только... Все ради тебя. Да, все и ради вот он тебя. предлагал тебе секс. Но он предлагал отношения. Так это называется. Почему? Отношения – это долгий, длинный процесс изучения друг друга духовно, физически. Морально. Наверное, морально. Вот кроме шуток я пытаюсь это понять, как. Может быть, я хочу научиться... Да нормально. Ты хочешь разводить девушек? Конечно, может быть, это настолько не актуально разводить девушек на творчество. Зачем это? Что это такое? Ты стань гениальным режиссером, сами придут. Сами придут, сами придут, конечно. Говори, я раскручу твою инсту, детка. Но... Если ты гениальный режиссер, если ты Тарантино, если ты Бертолуччи, к тебе придут... ты бы дала Тарантино? Да. А вот Тарантино, да. Тарантино, конечно. И не только там... А из российских режиссеров? Нет. Бондарчук. Красивый мужчина. Бондарчук очень красивый мужчина. Как это, интересно, нарезаться будет? Что такое актриса, и что такое женщина, и что такое... Вот смотри, если ты идешь и даешься за роль, тебе никто ничего не даст. Этот человек должен влюбиться в тебя. Если он в тебя не влюбляется, он тебе ни хрена ничего не даст. Сейчас не вкладывается никто, простите, за секс. И никогда не вложится, никогда такого не было. Это у нас реалити, я кум заменю прям. Он серьезно, серьезно надо, чтобы мужчина влюбился. Когда мужчина влюбляется, тогда все будет. Он тебе все сделает, он тебе горы перевернет. А вот то, что ты говоришь, это детский сад ромашка. Надо, чтобы человек влюбился, и тогда все в плане, и тогда он тебя будет в кино снимать. А вот, например, прекрасные отношения у нашего же Сарика Андреасяна и Лиза. Великолепный, показательный тандем. Что такое режиссер, что такое актриса. Вообще потрясающе. Снимает ее в каждом своем проекте. Хорошо. Вот это любовь. Это классно. Расскажи про погоду. Погода. Мне звонит кто-то из кастинг-директоров или менеджеров и говорят: здравствуйте, нам нужны девушки в программу «Погода», в передачу. На канал какой-то, я не помню. Я говорю, хорошо, я пришла на кастинг. Очень классно прочитала 2-минутные эти субтитры. Мне сказали, молодец. Дальше опять позвонили через какое-то время. Говорят, у нас снова пробы. Мы тебя одеваем, костюм, одежда, все. Макияж, грим. Я опять же читаю эти 2-минутные субтитры. Все, гениально прошла. Молодец. А теперь тебе надо встретиться с продюсером. И они говорят, куда. Я куда-то в центр поехала. Ну, подождите. Вот ты приехал же ко мне? Ты же продюсер, режиссер. Ну, ты же приехал. Ну, все, мы с тобой разговариваем. Да. Я думала, так же будет. Такой же творческий процесс. Абсолютно. Человек должен в жизни увидеть. Ты приезжаешь, а он голый, да? Я приезжаю, он сидит в ресторане. Вернее... Пока ничего необычного. Ну, просто сидит в ресторане и говорит, ты такая прекрасная. Нет, правда, нет. Он сказал моей, видимо, знаешь, чтобы унизить меня. Сказала про мои недостатки, что-то там, как я неправильно в кадре что-то говорю, что у меня слишком много эмоций, что мне надо немножко речь не такой эмоциональной сделать. В общем, короче, мне надо работать еще. Пытался подавить, короче, Да, тебя. подавить, да. Вот, в общем, типа, что ты еще бездарная. И в итоге он потом сказал, будьте просека. А из-за того, что меня подавили, я сказала, да, я буду просека.
Да и не подавленный просекко-то. Чё ж не... И, в общем, мы выпили с ним просекко. Он мне начал рассказывать, с какого урожая этот просекко. Говорит, кстати, у меня во Франции дом. Вот, я говорю, великолепно, я счастлива за вас, что у меня нет, к сожалению, в Париже или где там, во Франции, в общем, нету дома. И он говорит, раз нету, я тебя туда повезу. Я говорю, не надо, спасибо. И, конечно же, я отмазалась, что мое сердце... Вот здесь я отмазалась, что мое сердце занято очень нужным, прекрасным мне человеком. Подожди, а где в этом предложении был секс? Как же? Вот он предложил отношения и сказал, что я буду... предложил в гости к нему съездить во Францию. И сказал, что будет... Секс. Сказал, что будет продюсировать меня в погоду, да? В погода передача. Продюсировать в погоду. В погоду. Господи. Подожди. Это так трогательно. Но где? Я пропустил. Где он предложил секс? Сыграл. Продюсировать в погоду будет. Вот так это называется. Продюсировать в погоду. Двухминутную погоду продюсировать. А что такое серьезное настроение? Гриша. Знаешь, он переживает. Чем ближе мы ко времени. Да, я просто очкую. Я, честно говоря, немножко уже начинаю ощущать? Вести машину криво. Так самое удивительное, у тебя ни одной шутки почти нет. Одна есть, но больше нет. Я предлагаю считать, шутка это не назовешь. Да, а ты понимаешь, что там стоять 2 минуты как минимум должен? 2 минуты это маленький раунд в боксе. Это я выдержу. Я буду просто стоять в стойке. Вон Мариночка. Блин, мне надо, наверное, уже поехать. А где ты ее видишь? Кошечка моя. Она будет нам тоже сейчас сочинять же шутки? Она же тоже была? Надеюсь, мы вызвали подкрепление в виде Марины, известного пока нигде стендапера. Ничего. Ей просто некогда, ты ее слишком загружаешь работой. Согласен. Ты бы даже позвал, чтобы загрузить. Привет, дорогая. Мы на моторе вообще, если что. И мы сейчас примоторимся. Мы тебя снимаем, припаркуемся и... Наш лучший сценарист. Основа крутого стендапа – это шутки. Успешные комики работают над своим выступлением по 1,5 месяца, может быть, больше. У меня было 1,5 часа. И мои верные друзья. В самом начале, на начальных словах, в меня прилетает недоеденный банан прямо в рожу. Вот так, как чужой. То есть все на драме, все на страданиях, все на изъянах и недостатках. Не, почему? Есть и разные линии поведения. Есть Бабаришвили, например, который выбрал другую фишку. Есть Нурлан, который тоже другую фишку. Они как бы, исходя из они смотрят на людей типа сверху вниз, и это их как бы образ. Почему? Было бы круто. Вот я такое мечтала. Но вот смотрите, невозможно вначале построить. Вы на женском стендапе, да? Изначально парадокс в том, что на женском стендапе выходит чувак на сцену. Нет, в этом нет парадокса. В принципе, он может пожить. Там есть панч по поводу транса. Да, потому что в конце ты неожиданно. как бы не делаешь У такое, тебя что нету не ожидали. панча. Знаешь, что такое вот это вот обломать? Так, подождите, я в образе шлюхи, я. А потом такая, так, Бродский. Да, Бродский, я смотрю. И такая, блядь, я же на шлюхе должна была руку поднять. Поэтому я буду сейчас концентрироваться, все нормально. Концентрация на шлюхе. А у нас не профессионально, это просто маленькая камерка. Ага. Так мы не с ним... Вот именно здесь нельзя. Все, вы поняли. Мы сейчас уйдем отсюда. Спасибо большое, что предупредили нас. Нам просто позвонили с администрации. Все правильно, да. Мы не знали, мы не были в курсе. Нам показалось, что можно везде, потому что некоторые это делают, да. Да, здесь очень удобно просто. Спасибо. Максимально. Вопросов никаких к вам нет. Спасибо большое. Так. Все, пойдемте. Хорошо, но мы, по крайней мере, тему шлюх я сохраняю. Умение снимать там, где нельзя – это ключевой навык блогера. Не менее важно уметь избегать конфликты и выяснить, если здесь нельзя, то где можно. Вот, Маришка. Да!
Она, допустим... Хорошо. Все, мы команда, у нас все получается. Придумайте мне еще шутку. Подожди, про яйца давай. Давай про яйца. Я говорю, барин. А представляешь, ты вот это скажешь, короче, шлюхой, Марина такая, я, и ты такой, ну все, спасибо, до свидания. Нет. А что, это не хватит столько? Нет, это не смешно. Я протестую. Пойти. Чем жестче, тем смешнее, понимаешь? Чем жестче, тем те, конечно, полетят в ответ, какая-то говно полетит. Там мужчины могут возмутиться. Да. Сказать, ты что, охерел? Тут полетит банан. А ты должен смягчить. Тут Макс должен такой включиться и кинуть банан. А ты должен смягчить. Ты должен сказать, вообще у меня минус очень большое зрение, поэтому не факт, конечно, не факт. Девочки, извините. Ну нет, я уже оправдываюсь. Чем ближе подступал момент моего выхода на сцену, тем становилось волнительнее. И вот этот момент настал. Кстати, это был вечер женского стендапа. Давай сегодня это будешь ты, Азиз. Гриш, как настроение? Настроение боевое, отличное, офигенное ощущение. Очень хочется уже выйти на сцену и зарядить народ позитивом. Всем привет. Меня зовут Вера. И я похрапываю. Ну, как похрапываю, храплю как танк, если честно. Вы можете это спрашивать. Откуда такого комочка очарования, такой звериный? А вы, кстати, наверное, все забыли, как меня зовут, да? Катя меня объявила. Зифа? Зифа, помните, да? Зифа. Необычное имя, да, Натали? Вот. И, да. И я, короче, представляете, ко мне подходит парень, знакомится и говорит: у вас такое странное имя. Я бы свою дочь так никогда не назвал. Звучит, как будто неудачный псевдоним проститутки. Ну, как-то невально это звучит. У вас что, в услугах плов? Если человек неподготовленный, которому мы буквально там час назад написали текст, сейчас выйдет мужчина на женский стендап, что его ждет? Его ждет легкий мандраж, если он не знаком со сценой, он будет бояться, может быть, у него будут путаться мысли, может быть, он будет забывать текст, потому что, как правило, если текст заученный, и ты забываешь какое-то одно слово, то все, ты посыпался. Я вам сказала, что сегодня женский открытый микрофон. Будут выступать только девочки, но с одним небольшим исключением. И это исключение откроет сегодняшний вечер. На этой сцене под ваши громкие аплодисменты первый стендап-комик. И это будет Григорий Кулагин! Привет, друзья! Вообще офигенно, очень приятно видеть ваши лица. Вы все такие красивые, замечательные. Я даже чувствую себя поэтому немного неуютно. Мне надо, наверное, немножко привыкнуть к людям, чтобы вы ко мне привыкли, и я как-то подрасслабился, потому что есть какое-то напряжение, не знаю. Много интеллектуальных лиц в зале. Я вижу, что люди умные, люди начитанные, насмотренные, люди прекрасные. Кстати, последний фильм Бродского кто смотрел? Не буду вам показывать целиком свое выступление, но все прошло неплохо. Спасибо, друзья, хорошего настроения, отличного вечера! Григорий Кулагин! И пойдем. Я на Вселенную рассчитываю. Коннект со Вселенной. Коннект. И душу пошире, главное, раскрыть. И так все. И она тебе поможет обязательно. Да, душу. Там все было закрыто. Исследовал ли я стендап досконально? Да нет, конечно. Осталась куча вопросов. Кстати, сразу после первого выступления, буквально через неделю, состоялось мое второе выступление на стендапе. И там я уже был опытным комиком. Если ты хочешь попробовать себя в качестве артиста стендапа, просто бери и делай. Увидимся.